Сегодня ночью стало известно о новых ударах израильских ВВС по территории Сирии. По данным источников, авиация нанесла удары в районе Хомса, где целью стала база сирийских средств ПВО. На месте фиксируются сильные взрывы и возможные вторичные детонации, что может указывать на поражение складов боеприпасов или систем с высокой концентрацией взрывчатых веществ. Одновременно появились сообщения о том, что под удар могли попасть и турецкие средства радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции, недавно развернутые в Сирии. Если эта информация подтвердится, речь пойдет уже не только о военном давлении на Дамаск, но и о прямом сигнале Анкаре, что ее активизация на сирийском направлении не останется без ответа. Эти события вписываются в более широкий контекст нарастающего противостояния Израиля и Турции. Бывший полковник армии обороны Израиля Эрон Лерман в интервью изданию «Маариф» заявил, что израильская армия не готова к войне с Турцией. По его словам, противостояние с армией НАТО, обладающей серьезной материально-технической базой и современными истребителями F-16, принципиально отличается от боевых действий против нерегулярных формирований вроде Хизбаллы или Хамас. Лерман подчеркнул, что Израиль имеет преимущество в воздухе, но сухопутные силы Турции значительно превосходят израильские, и их мобилизационный ресурс в несколько раз выше. При этом эксперт полагает, что вероятность прямой войны между Турцией и Израилем остается низкой. Наиболее вероятный сценарий – продолжение прокси-противостояния на территории Сирии и в других горячих точках региона. Именно Сирия сегодня становится пространством, где интересы Анкары и Иерусалима пересекаются все чаще и жестче. Факт возможного поражения турецких РЭБ-комплексов в результате израильских ударов тому прямое подтверждение. Дополнительным индикатором обострения стало заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о пересмотре политики в отношении Израиля. По мнению аналитика Центра Даян Хай Эйтана Коэна Янражика, это не спонтанный, а целенаправленный шаг. Процесс ухудшения начался еще в момент введения морских санкций, совпавших с расширением израильской операции в Газе. Турция ждала подходящего повода для новых шагов, и им, по словам экспертов, стало обнаружение в Сирии шпионских устройств турецкого производства, якобы использованных Израилем. Это позволило Анкаре закрыть воздушное пространство для израильской авиации и продемонстрировать жесткость. Стратегический контекст осложняет и вопрос базы Кюреджик в турецкой Малатье. Эта станция раннего предупреждения ПРО НАТО была введена в строй в 2012 году и долгое время использовалась в интересах США и Израиля для мониторинга возможных иранских ракетных пусков. Однако сегодняшняя турецкая политика ставит под сомнение прозрачность сотрудничества по этому объекту. Более того, Турция может превратить сам факт контроля над этой станцией в инструмент давления на союзников по НАТО и Израиль. На внутреннем направлении Турция демонстрирует успехи, которые укрепляют ее внешнеполитические позиции. По данным МВД Турции, с момента стабилизации ситуации в Сирии более 500 тысяч сирийцев добровольно вернулись из Турции на родину, а общее количество вернувшихся превысило 1 200 000 человек. Численность сирийских беженцев в Турции сократилась до 2 500 000. Для Анкары это означает снижение социальной и экономической нагрузки, что позволяет правительству более уверенно проводить активную региональную политику, в том числе в сирийском направлении. Тем временем Израиль продолжает военную операцию в Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале подготовки наземного наступления и подчеркнул, что авиация уже уничтожила более 50 так называемых «башен терроризма». Он предупредил жителей Газы о необходимости покинуть опасные районы, отметив, что предстоящая операция будет масштабнее предыдущих. Риторика Нетаньяху свидетельствует о том, что Израиль намерен полностью изменить баланс сил в секторе Газа, разрушив не только инфраструктуру Хамас, но и социально-политическую базу его влияния. Однако в региональном уравнении появился новый фактор, способный изменить общую картину сил. Российский политолог Андрей Сиренко сообщил о планах переброски до 50 тысяч пакистанских боевиков в Азербайджан для последующего использования против Ирана.
По его данным, речь идет о наемниках из числа пенджабцев и пуштунов, которых при содействии межведомственной разведки Пакистана готовят в специальных лагерях на территории Афганистана. Азербайджанские военные, переодетые в афганскую форму, выступают в роли инструкторов. Сообщается, что ежедневно через афганскую территорию проходит от 500 до 1000 боевиков, а в дальнейшем они будут переброшены в Азербайджан воздушным путем. При этом источники утверждают, что финансирование осуществляется не только Турцией, но и Израилем. Якобы спецслужбы Израиля уже оплатили транзит всех 50 тысяч боевиков, а также взяли на себя расходы по подготовке части из них, включая углубленные программы военной и морской подготовки. Финансовая сторона проекта выглядит детализированной. Рядовые боевики получают зарплату в $1500, командиры – до 2500. Вербовщики из числа афганских и пакистанских талибов получают $750 за каждого новобранца. Таким образом, речь идет о дорогостоящей операции с четкой логистикой и многоуровневым управлением. Эксперты отмечают, что Турция использует этот проект не только как средство давления на Иран, но и как инструмент расширения пантюркистского влияния в Центральной Азии. Россия же воспринимает происходящее как прямую угрозу своим интересам, опасаясь роста тюркизма и нестабильности в регионе. По оценкам источников, конечная цель проекта – организация партизанской войны против Ирана с территории Афганистана и Азербайджана. Эксперты подчеркивают, что подобная информация не имеет официального подтверждения, но ее появление отражает общий рост напряженности в регионе. Если даже часть этих данных окажется верной, это может означать серьезную угрозу для Ирана и всей архитектуры безопасности Южного Кавказа и Центральной Азии. Если все это подтвердится, то ситуация в регионе может выйти на новый уровень эскалации. Впервые после войны в Сирии речь идет о возможности вовлечения в конфликт десятков тысяч иностранных наемников, прошедших боевую подготовку и получающих стабильное финансирование. Это создает угрозу не только для Ирана, но и для общей архитектуры безопасности на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Таким образом, Ближний Восток и Южный Кавказ сталкиваются с нарастающей турбулентностью. С одной стороны, удары Израиля по Сирии и предстоящая операция в Газе. С другой – углубляющееся противостояние Турции и Израиля, где прокси-конфликты уже переносятся на сирийскую территорию. И параллельно – проект переброски десятков тысяч боевиков в Азербайджан, способный превратить регион в арену масштабной войны против Ирана. Сложившаяся ситуация демонстрирует, что регион вступает в фазу многослойного конфликта, где интересы Израиля, Турции, Азербайджана, Ирана, России и Пакистана переплетаются в едином узле. Любое неверное действие одной из сторон может привести к цепной реакции, последствия которой окажутся непредсказуемыми не только для Ближнего Востока, но и для всей Евразии. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на Reg News, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока, а также получать инсайдерскую информацию из первых рук.